Всем привет, друзья! Вы на канале Около Канады, и с вами, как всегда, Ирина Пашинская. Сегодня бы я хотела рассказать вам о 5 главных плюсах, которые я для себя вынесла, живя в Канаде вот уже почти 1,5 года. Мои дорогие друзья, я очень рада вас видеть здесь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Живете ли вы в Канаде, живете ли вы в другой стране? Расскажите свою историю, я буду очень рада поговорить с вами, сделать такой маленький диалог у нас в комментариях. Жду вас. И первый плюс, который я вынесла для себя сразу же по прилету в Канаду, сразу же на самом деле, это общество. То есть люди, которые окружают меня, нашу семью тут. На самом деле, прилетая с Франкфурта в Ванкувер, такой у нас был полет, я уже чувствовала разницу. И на самом деле разница в общении была огромная. То есть, даже несмотря на то, что люди были в аэропортах измученные, в Канаде как-то все встречали, по-другому, радостней, приветливей. Как будто бы ты попал в какой-то мир, где все чуточку, но счастливее. И вот это вот мне очень понравилось. Хотя мы были жутко уставшие, мы летели с маленьким ребенком 7-месячным. Этот трип еще тот, на самом деле. Это очень-очень-очень сложно. Но в целом, эти 3 перелета мы пережили. Все окей. Мы долетели с Ванкувера, потом сразу же в Калгари. Но вот как мы сюда прилетели, как мы приехали к мужчине, который принял нас на какое-то время, чтобы мы у него пожили, помочь нам, так сказать, потому что у нас маленький ребенок, это правда очень тяжело, самим тяжело, но втроем еще с крошечкой такой маленьким совсем, это очень тяжело. Поэтому мы до сих пор безмерно благодарны этому человеку. Я слышала не раз такие истории, что люди очень сильно помогают и помогали и помогают, да. И вот тогда я тоже на меня обрушилось небо вообще полностью, потому что я посмотрела на этого человека, посмотрела на его семью, и я была в шоке. Просто к нам приходили дочеря этого милого мужчины, и сначала мы с моим мужем были вообще в шоке, мы думали, что, что-то хотят с нами сделать или забрать нашего ребенка. Я не знаю, я не говорила вроде бы нашим знакомым об этом, просто мне по-английски сложно это высказать. Но если вы видите это, то мы правда так тогда думали, мы боялись, что что-то не так. К нам никогда в жизни так нехорошо никто не относился, понимаете? То есть мы прям испугались, что от нас что-то хотят. Не нам хотят помочь, а что-то забрать нашего сына там или что-то с нами сделать. То есть у нас были вот эти первые дни какие-то такие мысли. Мы зашуганные. Просто мы зашуганные, мы люди с СНГ, мы зашуганные, мы боимся. У нас не принято общаться мило. У нас не принято сильно помогать друг другу. И то, что нам тогда там помогли, нас просто, меня лично перевернуло как-то в каком-то смысле мир, потому что я с детства привыкла к чужим людям: не подходи, никого не трогай, ни с кем не общайся, никому ничего не говори. А тут люди, господи, у них так мало травм, они такие спокойные. Я воспитываю сейчас своего ребенка, я проживаю сейчас все свое детство заново. И я понимаю, что наши люди, которые вот это вот пережиток СССР, наши родители, я не говорю про всех, может, у вас были идеальные родители, и вам замечательно, я за вас очень рада. Я не говорю, что мои родители плохие, нет. Но у нас у всех остались травмы, и они у меня, и у моей мамы, и у моей бабушки, это эти войны, это развитие истории в Европе. Вы прекрасно знаете, как это у нас все выглядело. Вы знаете и по учебе, и по рассказам родителей, и потом вообще, это опыт наших предков, правда? И, в общем, люди настолько травмированы всем этим, наши люди, что потом вырастает новое поколение травмированных людей. Становится немножко лучше, немножко лучше, немножко лучше до новой войны. То есть сейчас вы понимаете, сейчас опять новая война, сейчас опять начнутся травмированные дети без отцов, дети отцов-алкоголиков после войны, дети просто как жить под бомбами. Вы понимаете, как это может травмировать человека? Остаться без родителей. То есть я даже не вы прекрасно наверняка понимаете, что это такое. И здесь люди, они этого не переживали. У них этого не было. То есть, на территории Канады, я не помню, когда последний раз там, то есть последние столетия, да, там не было войны. Здесь живут люди спокойно, они об этом не думают, они спокойные. Они воспитывают детей спокойно. У них дети идеальные, они просто слушают родителей не потому, что их бьют, наказывают и что-то не разрешают, а потому что они их родители. И они их слушают. Понимаете? Потому что они просто имеют авторитет.
И лучшего воспитательного процесса в жизни я никогда не видела. Это что-то из разряда для меня магии, потому что для меня, человека, которого воспитывали вот это кнутом и пряником, типа «не сделаешь, я тебе дам», у меня до сих пор еще это в голове. И я это искореняю, а оно не получается. То есть я постоянно бьюсь, знаете, как рыба без воды в этом воспитании. То есть прохожу терапию у психолога, стараюсь, читаю книги. Блин, ну, типа, так глубоко вот там под корки, что аж капец. А у этих людей все отлично, у них такого практически нет. Понятно, есть травмированные люди, есть наркоманы, есть психи, везде такие есть. Но большинство людей, семьи, с которыми я работаю как фотограф, кстати, я являюсь фотографом, и если вы хотите сделать фотосессию крутую, то буду ждать вас на своей страничке в Инстаграм. Подписывайтесь, заходите, смотрите, и, конечно же, приходите на мою фотосессию. Цены пока что очень лояльные, и фотографии действительно классные. Ну, во всяком случае, конечно, тяжело оценивать себя, но так говорят мне люди. Люди очень благодарны, говорят, что мое творчество красиво и что я делаю качественно. Ну, я всегда стараюсь на максимум. Заходите ко мне на страницу, подписывайтесь на мой Инстаграм, ну и, конечно же, заказывайте фотосессию. Вот, поэтому общество на самом деле действительно более развито. Это, мне кажется, больше даже какая-то эволюция, когда вот все спокойно, все нормально, и люди живут в таком спокойствии, размеренной жизни и воспитывают своих детей. И дети такие же. Ну, конечно, есть минусы небольшие. Я замечала подростков, которые уже чувствуют себя слишком. У нас, типа, так принято, что дети обычно это дети, а здесь подростки могут сделать тебе замечание. И ты такой стоишь, думаешь, ага, я, конечно, прям не сильно тебя старше, на 10 лет, но все равно. Типа, такое себе, не очень приятно. Типа, ты думаешь, блин, ну, сорян, но как бы, блин, замечание мне, ну, я понимаю, типа, просто ситуация была такая, что я стояла на кассе, я стояла первая, и подошла женщина и хотела ворваться туда, в очередь, и я как бы ее обошла и стала первая, потому что, ну, мне надо было быстро, у меня ребенок был в садике, и мне надо было его забирать. Вот, ну, это моя очередь. И тут мне эта девушка говорит, эта женщина была первее вас. Я говорю, нет, она не была первее нас. Она говорит, была. Я говорю, не была. Все. Как бы, ну, блин, меня эта сильно ситуация немножко раздразила. То есть я была недовольна прям конкретно. Но в целом, я же говорю вам, общество реально очень крутое. И вот эти улыбки людей, радости, разговоры мне очень нравятся. Кто-то говорит, что они искусственные, но на самом деле я не считаю это искусственным. Это отчасти просто такая культура общения, и все. Вы общаетесь просто потому, что привыкли общаться, и это поднимает вам настроение. Вы улыбаетесь другим людям, они улыбаются твоему ребенку. То есть, ну, круто, классно. Второе, о чем бы я хотела вам рассказать, это стандарт жизни. Дорогие друзья, стандарт жизни в Канаде — это не стандарт жизни где-нибудь там, я не знаю, ну я с Крыма буду говорить в Крыму, там в Украине, в странах СНГ. Это, конечно, что-то другое. Это не Россия, это не Украина. Здесь по-другому живется, и даже тем, кто приехал с самого начала. Конечно, я до сих пор еще очень недовольна квартирой, где я живу, но я должна отсюда скоро съехать, я надеюсь. Вообще хочется взять кредит и уже взять свое жилье. Но в целом, если говорить о стандарте жизни, о том, что я могла себе позволить раньше и что я могу позволить себе сейчас, уже не говоря о том, там, продукты в Костко, посмотрите видео, я снимала видео в Костко, ну, типа, вы можете себе крабов купить, просто зайти в магазин гигантских крабов купить и съесть. Ну, типа, раньше для меня это вообще было не до помышления, как говорят по Польше, я не могла об этом подумать. Типа, я жила в Крыму, вы знаете, это как бы полуостров, там должно быть много всяких этих морских продуктов, но по факту я в жизни их особо не ела. Ну, понятно, я не из богатой семьи и так далее, но здесь вы можете позволить себе огромное количество продуктов, которые раньше не могли себе позволить. Красная икра, крабы, черная икра, правда, дороже, там что-то 100 с чем-то долларов за 100 грамм, но черная икра есть черная икра. Ну, даже какие-то простые продукты, уже не говоря о чем-то лакшери, да, для меня икра — это лакшери, потому что так в детстве у меня было, я так привыкла. Вот. Крабы раньше тоже были, но теперь я могу купить их килограмм за 20 долларов, то есть уже по-другому, видите? Дальше, например, вы зарабатываете там $3000, и iPhone стоит здесь $1000, то есть вы зарабатываете, например, где-то в Украине, я не знаю, сколько сейчас вообще зарабатывают. То есть, чтобы в Украине купить себе iPhone, да, или где-то в других странах, даже Европы, то вы должны очень сильно постараться, то есть и отложить конкретную сумму, чтобы откладывать, а потом себе, возможно, купить это, да, потому что это достаточно
трудоемко, трудозатратно и много стоит. Правда, $1000 здесь и $1000 там — это разные $1000, а цены на технику одни и те же. Поэтому как бы вот оно, знаете, вот этот вот стандарт жизни, уже не говоря о том, что вы можете здесь, купить себе, мебель тоже в "Икее", достаточно, ну, как бы дешевая относительно зарплат. Также можно купить в какой-то типа Warehouse, "Икеа", да, "Амазон". Ну, то есть вы можете зайти на Marketplace, вы можете зайти в Goodwill и Value Village. Это типа такие магазины с использованной мебелью, но они бывают часто там новые. Вот, то есть что вы найдете. Но в целом очень классно то, что можно здесь жить по-другому, позволить себе больше. И заработать, соответственно, больше, и отложить, соответственно, больше. То есть, ну, стандарт жизни реально другой. Если говорить о стандарте жизни вот такой, вы знаете, как мы привыкли, типа, на улице, то немножко нет. Не сказала бы, что он выше нашего, потому что наши, например, я не буду сравнивать с Украиной, с Россией, там, да, потому что в России там вообще только Москва, все остальное это полная жопа. Ну, типа, по-другому не скажешь. Ну, Москва это не Россия, вообще говорят. Там страшное дело вообще, что делается. Типа там, о улице, о уходе, ну, нет. Как бы Крым что-то пытаются делать, но не знаю, даже обсуждать сильно не хочется. Украина стараются, ну, города Украины некоторые, там, Львов, до войны понятно, что сейчас вообще даже нечего говорить о этой красоте на улице, когда, бомбят. Знаете, и вообще не до этого. Но в целом я просто говорю о том, что как бы вот сейчас есть. В Польше я жила, там, красота, ну, типа, там очень красиво, улицы шикарные, ухоженные, очень много вот этой вот старувки, знаете, такие места культурные, где ты можешь пройтись, прогуляться. Здесь есть центр в Калгари, например, есть, даунтаун, там красиво, но там бывает иногда опасно, там ходят бомжи какие-то ненормальные. Ну, в целом по-разному бывает, но если говорить вот о такой, знаете, эстетике улиц, но в Канаде они не везде. То есть, если вы живете в районе, где частные дома и очень красиво, знаете, все ухожено, это прям вообще как из американского сериала "Отчаянные домохозяйки", и вы там себе просто ходите и думаете: "Блин, мечта, 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 мечта". Ну, типа, ну, не все улицы такие. Часто бывают какие-то вот такие больше промышленные, знаете, и широкие дороги, и везде трассы, и возле них, возле эти промышленные улицы, и возле них дома. То есть, если ты там живешь, то такое, типа, ну, прям не сильно красиво это. Вот. Но в целом, я же говорю, стандарт жизни, он выше, как для меня. Что вы думаете относительно стандарта жизни? У всех так или нет? Потому что как бы я ориентируюсь на себя, на своих знакомых. Вот, как бы опыта у меня прям огромного супер нет. Для этого у меня есть вы. Так что напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете, чтобы я могла в следующей серии тоже поделиться еще и вашим опытом, например. Вот. У меня, кстати, будет скоро подкасты. Ребятки, подкасты будут шикарные. Просто, ну, будем общаться с интересными людьми, с личностями, которые переехали с другой стороны. Понятно, как и все здесь иммигранты. Но, в общем, будет круто. Ждите. Скоро появится очень классное видео. Подписывайтесь для этого на канал, чтобы не пропустить. Потому что такого качества и уровня подкаста в Канаде, в канадском контенте еще не было. Следующее. Бесплатная медицина. Я жила раньше в Польше, и там тоже есть бесплатная медицина, и мне тоже это очень нравилось, потому что, ну, даже несмотря на то, что там есть очередя, хотя мне кажется, что в Польше очередя немножко длиннее, чем в Канаде, потому что здесь я, если что-то вот такое, не то, что даже срочное, полусрочное, я получала помощь почти сразу. То есть что-то нужно, едешь в emergency. В emergency приезжаешь, тебе там, ну, нужно иногда подождать. Люди некоторые долго ждут, но у нас был ребенок, и нас приняли достаточно быстро. Слава богу, все было хорошо. Но, то есть, если что-то случается, ты всегда знаешь, что тебе делать. Ты можешь вызвать скорую. По нашим программам сейчас пока что с бенефитами вызывать скорую бесплатно. Дальше это уже стоит определенных денег, если это не покрывается твоей страховкой. Это что-то $400-500 за вызов один раз скорой, примерно, я не помню 100%. Ну, то есть это как бы не сильно понятно для меня тоже, потому что, например, в Польше вызвать скорую — это бесплатно. В Украине вызвать скорую — это бесплатно. И ты думаешь, ну, типа, это ж понятно, мало ли что с тобой случится, типа, хорошо, тебе приедут, помогут. И вроде бы это с налогов должно списываться, а тут нетушки. Платите, пожалуйста, за вызов скорой, если у вас
если у вас нет дополнительных бенефитов. Но в целом медицина сама по себе это является для меня прямо большим плюсом, потому что, мне кажется, качество медицины здесь крутое. Хотя я недавно познакомилась с девушкой, которая здесь живет достаточно долгое время, и она жаловалась на медицину, жаловалась на то, как как здесь врачи принимают роды, жаловалась на то, как женщине одной не дошили швы в больнице, и ей пришлось ходить, так несколько месяцев мучиться, и потом приходить, чтобы снова ей там что-то промыли, дошили. Но я думаю, что это везде бывает. То есть я бы, наверное, не сказала со своего личного опыта, что прям, ну, очень хреново, но мне кажется, везде бывают люди не до конца в своей профессии, не до конца желающие этой профессии или просто не до конца выученные, так, то всякое бывает. И вообще, ну, это человеческий фактор нельзя отменять нигде, ни в какой стране, даже в самой-самой идеальной. Но в целом я лично прям вообще в восторге, потому что у нас есть семейный врач, он рядом с нами. Если что-то случится, мы можем всегда прийти на Волкин клиник. Мы не обязаны записываться. То есть, если что-то происходит, мы приходим на Волкин клиник, или уже, если что-то серьезное, это emergency. То есть у вас всегда есть как бы пути, что вам делать, если что-либо случилось, не дай бог. Надеюсь, что у вас ничего не случится, и у нас тоже, и все будет прекрасно. Ну что ж, переходим дальше к следующему пункту. Это шансы развития своего бизнеса, которые здесь, в Канаде, как по мне, кажутся очень великими, большими. Я недавно обсуждала со своим мужем о том, что сейчас в Канаду приезжают наши люди, украинцы, и в целом, ну, они приезжают и сразу же начинают что-то делать, потому что люди, которые пробрались в Канаду, переехали в Канаду, они чаще всего уже чем-то раньше занимались. Либо имели свой бизнес, либо работали на каких-то высоких работах, либо просто имеют амбиции и хотят эти амбиции воплотить в жизнь. И вот мне рассказывали, что женщина канадка восхищалась тем, как украинцы сильно э, берутся за то, чтобы развивать свой бизнес. И не просто работают годами на одной работе и там развиваются в каких-то сферах таких, вот знаете, пришел в магазин и там несколько лет работаешь, пока не ушел. Много украинцев занимаются прям своим бизнесом с самого начала, понимаете? Развивают свой бизнес активно. То есть я, когда ходила открывать свою лицензию фотографа, я встретила двое украинцев, которые открывали бизнес по цветам. Если вы меня узнаете, привет, может, вы меня видели. Вот, и я была просто, честно говоря, в восторге, потому что это круто. Ну, круто открывать разные бизнесы. У нас есть женщины и цветы продают, и еду вкусную продают, и зефиры, и капусты, и яички, и что только не продают у нас. И тортики, и бровки сделают, и депиляцию, и что угодно. То есть у нас наши люди прям сильно-сильно-сильно развивают эти бизнесы, и эти бизнесы здесь развиваются. Здесь есть люди, у которых есть деньги. Здесь есть люди, большое количество разных людей национальностей. Здесь есть и наши. Здесь люди воспринимают иммигрантов как своих. Потому что вот знаете, я жила в Польше, и мне казалось, ну, не всегда у меня были польские клиенты. Я работала как мастер депиляции, я работала как косметолог, да, как массажист. И у меня были разные клиенты, но я вот иногда встречалась с таким, типа, что какое-то унизительное мышление относительно того, кто не поляк. Не jesteś Polką, spierdalaj на Украине и так далее. Может, вы знаете, если жили в Польше, если нет, ну то вот такое отношение, мне кажется, более-менее такое националистическое отношение в каждой стране Европы есть. Да даже и у нас, если к нам приезжают люди, которые, знаете, ну, другой национальности, то такое сомнительное, типа, чё? Что ты здесь делаешь? Вообще-то это я украинец, а ты кто? Ну, то есть не все, не всегда, но есть такие люди, и случаи такие есть. Я пока что в Канаде не встречалась с тем, что кто-то мне сказал: "Спердали, уезжай на Украину, потому что я канадка или канадец". Типа наоборот, круто, что вы сюда приехали, мы надеемся, что у вас все получится. Ну, вот такие вот как бы неприятности случались, да, а здесь их нет. И это уже как бы ты себя чувствуешь более открыто, уже чувствуешь больше возможностей. Ты видишь, что ты можешь открывать свой бизнес, ты видишь, как ты сплачиваешь налоги, ты видишь, куда они идут. Ты полон возможностей, ты можешь взять кредит, ты можешь его закрыть, то есть ты можешь развиваться. Здесь, как, знаете, Канада большое пространство, так и для разума твоего открывается пространство большое.
Работать, работать, развиваться, посмотри, сколько возможностей. Вот это мне прям очень нравится. Напишите, заметили вы это или нет, и какой бизнес вы развиваете в Канаде, если развиваетесь. Будем собираться вместе и устроим свой бизнес-клуб. И, конечно же, переходя вот от того, что национальностей как бы там где-то в других странах, в европейских не сильно много, хотя в последнее время приезжают, но все же Канада многонациональная. И это пятый пункт, который я бы выделила как классный лично для меня, потому что мне нравится, что я не принадлежу, знаете, к одной нации. То есть я понимаю, что национальность, с одной стороны, это хорошо, потому что вы чувствуете принадлежность к чему-то, обобщенность с чем-то. То есть это без этого страны бы, наверное, не выжили. Но я не люблю национализм. И вот часто национальность, и вот это вот такое чувство национальности, да, и национализма переплетаются. И в этот момент мне становится плохо, потому что когда я вижу каких-нибудь националистов, знаете, которые там яро кричат, что вот только там одна страна, а не другая, то мне просто становится тошно, я не могу на это смотреть. То есть, ну, это вообще не входит в программу моей оценки жизни, планеты и жизни людей. То есть для меня как бы хорошо, когда все дружат. И ни одна нация, ни одна раса не является хуже, чем другая. Мы все равны, все, кем бы мы ни были. Какая бы вера у нас ни была, что бы мы ни проповедовали, мы все всегда равны, потому что мы просто люди. Даже и животные с нами равны, потому что они живые существа, и растения с нами равны, они живые существа, они имеют такое же право жить, развиваться, как и мы. Вот, ну, это очень такая сложная тема, потому что то есть начинается философия, но в целом вот эта вот многонациональность меня радует, потому что здесь есть разные люди, и мы все как одно целое. Я вот фотографирую, у меня были и испанцы, и индусы, и американцы, и канадцы, и украинцы, и китайцы, кто у меня только не был. Ну, то есть были все, и все люди максимально милые. И у них здесь, вы знаете, как они живут в этой стране, и у них развивается такое вот чувство принадлежности тоже к этой стране, но оно не развивается на корне, типа, вот, Канада лучше всего мира и так далее. Просто, типа, мы здесь живем, нам классно, нам круто, нам здесь спокойно, вне зависимости от того, кем я являюсь. И вот это вот мне очень не хватало этого. Польша охрененная страна, я очень люблю Польшу, там, ну, уровень жизни тоже высокий, но вот немного, где-то на уровне подсознания я всегда чувствовала, что вот есть вот это вот что-то такое, что типа уезжай обратно, тебя здесь никто не ждет. Как бы ты там этот язык не выучил, и я очень не хотела бы, чтобы как бы это как бы перенеслось потом на будущее моих детей, например, да. Но я уверена, что у нас сын поляк и по крови, и по документам, поэтому то есть непонятно, как бы это было. Наверное, если бы он рос в Польше, то такого бы не было, скорее всего. Хотя, кто знает, может, говорили бы, типа, что что-то не так. Но в целом, как бы это жизнь, все понятно, можно пережить, и каждое действие или каждое отношение к нам имеет какой-то смысл. Просто мы должны правильно его воспринимать и правильно с ним себя вести, потому что мы взрослые люди, но все же, как бы, но все же вот это намного приятнее кажется, потому что ты чувствуешь себя сразу как дома. Ты свой, вне зависимости от того, кем ты являешься, вне зависимости от того, какие у тебя волосы, что у тебя с губами, или, может быть, у тебя морщина на лбу, или, я не знаю, гигантское пятно на голове или на руке, или, не знаю, что-то у тебя, чего-то у тебя нет. Ты просто свой, тебя никто за это не осудит. Ну, то есть это вот такое, знаете, как мини-утопия в этом плане, и мне это нравится. Я к этому стремилась, потому что мне никогда не нравилось общество наше, где за каждую мелочь на тебя будут орать. У меня с детства остались проблемы, просто страх вот этих злых теток в магазинах, в автобусах. Конечно, жуть и еще та. Поэтому вот так, дорогие друзья, я сегодня с вами поделилась тем, что вот меня прям очень сильно выливалось, и 5 плюсов жизни в Канаде. Я в восторге от того, как здесь все это устроено, и мне на самом деле нравится. Есть, конечно же, минусы, вот вы можете зайти, я тут говорила о минусах в Канаде, посмотрите. Везде есть и плюсы, и минусы, не бывает идеальных мест в этом мире. Вот так. Так что напишите, что вы считаете плюсом Канады, и я буду рада с вами также поболтать в комментариях. А я вам желаю хорошего дня, вечера или ночи, и до новых встреч, до следующего видео. Пока!